Друзья, я вас приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы будем разбирать еще одно запутанное дело, которое вызывает немало вопросов. Командир СОБРа Дмитрий Чудаков со своей женой и двумя детьми был зверски убит в собственной машине на трассе близлежащего ростовского поселка Аксай 8 июля 2009 года. Боевой офицер, командир, прошедший несколько горячих точек. Как его здорового мужчину, подготовленного бойца, смогли так просто убить в собственной машине? Сегодня на картах Таро мы проведем Таро-расследование, где узнаем правду о настоящих убийцах семьи. Виновна ли банда амазонок, которых обвинили в этом деле, и что случилось тогда ночью на трассе? Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 12 лет, детский психотерапевт. На картах Таро разбираю личности, запутанные истории и помогаю вам разобраться в ситуациях, которые вас беспокоят. Записаться ко мне на личный расклад, обряд или обучение на картах Таро вы можете, написав мне в личку, которые указаны на экране или под видео. Кстати, если вам интересно еще больше разборов и острых тем, которые я не всегда могу выкладывать на YouTube, у меня есть для вас кое-что полезное и интересное. На моем закрытом канале на Бусти я выкладываю шокирующие расклады про политических деятелей, таких как Сергей Фургал и Владимир Путин, социальные темы о взрывах жилых домов, кто стоит за конфликтом на Украине, действительно ли умер Пригожин и существует ли СПИД, и кто завозит в нашу страну мигрантов, и еще много интересных и полезных тем. Все эти материалы доступны по подписке всего за 399 рублей в месяц. Подписывайтесь и наслаждайтесь материалами, которых нет на YouTube. А для тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все эти же видео, что и на Бусти, и подписка стоит также. Переходите по ссылке в мой личный мессенджер, чтобы попасть в закрытый телеграм. Дмитрий Чудаков, подполковник милиции, опытный боец, сотрудник СОБРа, 8 июля 2009 года возвращался со своей семьей, женой Ириной и двумя детьми, дочерью Вероникой и сыном Александром, из отпуска на личном автомобиле. Отпуск по традиции был в санатории МВД, куда Дмитрий каждый год получал путевки от работы. На машину Дмитрия в ночь на 8 июля было совершено нападение, в результате чего вся семья погибла. 35-летнего Дмитрия и 7-летнего Александра убили выстрелами в голову, а его супругу и дочь обнаружили с множественными колото-резанными ранениями. В этой истории есть некоторые несостыковки. Почему, не доехав до дома небольшое расстояние, Дмитрий, имея огромный опыт в правоохранительных органах, как никто знающий и предпринимающий все меры безопасности, решил остановиться и переночевать на трассе с маленькими детьми, что было крайне небезопасно? Почему на запястьях Дмитрия были обнаружены следы от наручников? И третья несостыковка. Было несколько официальных и неофициальных обвиняемых в этом деле, будто кто-то пытался запутать и увести следствие по ложному следу, потеряв из виду настоящего убийцу. Давайте разбираться с самого начала. Друзья, с нами сегодня Таро Негреда. Здравствуйте, карты. И первый вопрос, как я уже сказала в самом начале, Дмитрий с семьей часто ездили в санаторий МВД по путевкам, выданным с работы Дмитрия. Приехав в этот раз в санаторий, их явно не ждали. Номер для них был не подготовлен, что было очень странно. Это могло случиться по нескольким причинам. Это произошло по какому-то сбою, был какой-то технический сбой в компьютере, рабочие моменты, либо специально Дмитрия отправили в отпуск именно в эти даты, так как важно было выманить Дмитрия из дома. Итак, давайте разбираться. Нам первый вопрос. Почему были выданы путевки именно в это время? И почему номер для Дмитрия был не подготовлен? Давайте выясним. Это было по каким-то техническим причинам? Нет, карта у нас отрицательная, десятка жезлов. Десятка жезлов – отрицательная карта, друзья. Мы задаем вопрос «да» или «нет». Это было по каким-то техническим моментам выдана путевка? Нет. Значит, Дмитрия специально выманили из дома вместе со своей семьей в эти даты. Я правильно понимаю, карты? Скажите нам, пожалуйста. Дмитрия специально именно в эти даты выманили из дома в санаторий, чтобы они выехали в санаторий из дома именно в эти даты. Тройка пентаклей – положительная карта, друзья мои. Тройка пентаклей – это подстраивание под кого-то. Кто-то под кого-то подстроился, или нам так нужно было, чтобы ты выехал из дома именно в эти даты и подстроился под нас. Это карта подстраивания, обучения. Положительная карта, отрицательная карта. Мы понимаем, друзья, что его специально выманили из дома именно в эти даты. Давайте разбираться дальше. Второй вопрос. Где семья Дмитрия Чудакова встретила преступников, которые их потом убили? Они встретили их на дороге, то есть на трассе.
Тройка жезлов выслужится. Вот тройка жезлов здесь карта, хоть и положительная, хоть и младший аркан, да, я вам объясню, что это за карта. Вообще здесь девочка или мальчик, не суть важно, да, ребенок стоит на стульчике и рассказывает стишок. Помните, как в детстве у нас было, да? Пытается выслужиться или доказать родителям, что он на что-то способен, или заработать какую-то конфетку, да? А тройка жезлов, хоть и положительная карта, является младшим арканом, и здесь выслужиться или подстроить историю под ту историю, которую, собственно, мы с вами все слышим, да? А то, что они встретили своих убийц на дороге. Это неправда, друзья мои. Это просто кто-то перед кем-то пытается выслужиться и подстроить эту историю так, как нужно следствию. Давайте дальше смотреть. Где семья Дмитрия Чудакова встретила своих преступников, которые их потом убили. Они встретили их в санатории, на территории санатория, в здании санатория, не суть важно, да? Они встретили их в санатории. Карта восьмерка жезлов отрицательная карта, или восьмерка жезлов еще говорит, не стоит об этом говорить. Не стоит об этом говорить во всеуслышание. Давайте уточним эту карту. Вполне возможно, что, несмотря на то, что эта карта отрицательная, вполне возможно, что просто кто-то боится говорить или не показывает камеры видеонаблюдения, и люди действительно знают, что семья Дмитрия Чудакова встретила преступников в санатории. Семья Дмитрия Чудакова встретила преступников в санатории. Давайте раскроем эту карту. На территории санатория, в самом санатории. Кто-то что-то боится сказать. Да, друзья мои, семья Дмитрия Чудакова встретила своих преступников, да, своих убийц на территории санатория. Карта Иерофанта. Карта Иерофанта нам еще говорит, что там есть где-то рядом школа, или детский сад, или место, где обучают, место, где поклоняются, вполне возможно, кому-то, да, может быть, церковь рядом есть с санаторием. Я, к сожалению, не знаю эту территорию. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Семья Дмитрия Чудакова встретила своих преступников впервые на территории санатория. Может быть, не впервые, мы сейчас узнаем, знал ли Дмитрий своих убийц. То есть мы понимаем уже, да, что вполне возможно их убили не в машине, не на трассе. Знал ли Дмитрий Чудаков своих убийц? То есть был ли он с ними знаком, видел ли он их когда-то в лицо, общался ли с ними, да? Может быть, работал с ними, кто знает, сотрудничал. Знал ли Дмитрий Чудаков своих убийц? Восьмерка кубков. Восьмерка кубков – карта охраны или карта работы в правоохранительных органах. Здесь нам уже показывают, что он вполне возможно с ними служил. Да? То есть восьмерка кубков здесь у нас положительная карта. Охранять свою территорию, работать в правоохранительных органах, работать где-то, где носят ружье, оружие. Да? И здесь у нас положительная карта. Убийц он своих знал. Может быть, даже с ними общался, друзья мои. Работать вместе, служить вместе. Давайте еще раз дополним эту карту, чтобы мы точно понимали, что он знал или не знал своих убийц. Да? Ну, в целом карта, она такая нейтральная, скажем так, больше положительная. Знал ли Дмитрий Чудаков своих убийц? Вполне возможно, кстати говоря, да, вот здесь у нас получеловек, полумишка, здесь могли преступники надеть на себя маски. Маски, балаклавы, вполне возможно, да, и здесь карта показывает, что убийц он своих знал, но маски на глазах, на лице, и вполне возможно, он мог их не узнать, только по голосу, может быть. Знал ли Дмитрий Чудаков своих убийц? Друзья мои, паш жезлов у нас вышел. Паш – мелкая карта, и паш у нас говорит о каком-то мужчине, да? Мужчина, который пытается тоже выслужиться перед кем-то. Паш жезлов – мужчина, у которого очень много сексуальной энергии и агрессии в сторону Дмитрия. И здесь показывает, что одного человека, одного мужчину Дмитрий точно знал. У нас вышел паш жезлов. Знал ли Дмитрий Чудаков своих убийц? Да, друзья мои, знал. Карта колесница указывает на то, что перед ним стоял нелегкий или непростой выбор перед смертью, перед Дмитрием, я имею в виду, да, и здесь вполне возможно, что некий паж жезлов что-то ему предлагал, от чего Дмитрий вполне возможно отказался. И здесь либо жизнь, либо смерть. Одна муха олицетворяет смерть, другая муха олицетворяет жизнь. Но если ты пойдешь в сторону жизни, то как ты будешь потом жить с нечистой совестью, скажем так, да? Да, убийцу он своих знал, по крайней мере, одного человека точно. Давайте смотреть дальше. Сколько было убийц? Сколько было убийц, которые убили, погубили семью Дмитрия Чудакова, непосредственных убийц именно, друзья мои. Я не говорю про заказчиков, что вполне возможно, что заказчики были одни, а исполнители были другие. Сколько преступников всего убивали семью Дмитрия Чудакова? Шестерка мечей, шестерка, да, собственно говоря, и мечи – это убийство. Это либо, воткнуть меч в спину. Вот, кстати, у меня, да, здесь почему-то либо кто-то умер от ножевых ранений в спину, мне показывают, потому что спина прям переколота, либо, как ножевые, колото-резанные ранения, друзья мои. Здесь было 6 убийц. Как минимум 6, давайте так, да, 6 убийц точно было, друзья мои.
И здесь именно про убийство говорится. И вот здесь шестерка мечей говорится о том, что вот гордый до самого конца гордость такая. Гордость, честолюбие, именно в жертвах, да, я встречаю гордость и честолюбие. Даже если меня убьют, я не раскалюсь, не расскажу, может быть, да, вот что-то такое здесь у меня идет. Официальная версия гласит, что Дмитрий остановился на трассе, чтобы заночевать 8 июля 2009 года. Это правда? Мы понимаем, что убийцы они встретили в своих санаториях, поэтому это вряд ли правда, да? Но давайте все равно. Это официальная версия, ее нужно просмотреть. Действительно, они останавливались ночевать на трассе, да или нет? Карта Король Кубков. Король Кубков эмпатичный мужчина, или Король Кубков здесь еще говорит, что мужчина, который вот размяк, да, раскис от своих чувств, от своих эмоций. Король Кубков здесь может выражать мужчину, который врет и не краснеет, или который врет и понимает, что он говорит неправду. И вроде бы до этой правды люди уже добрались и понимают, что это не так, но он все равно врет. Знаете, Король Кубков – это кто-то вышестоящий. Эта история, естественно, придумана, друзья мои. Эта карта неправдивая. Человека, который врет, и который понимает, что он врет. И вот видите, он уже вот весь раскис, размяк, как глина, да, течет весь. Ну вот что делать? Рыбка у него на кепке. Рыбка на кепке может говорить рыбку вообще раньше вместо креста вешали на шею, она олицетворяла вообще Иисуса Христа, да, и христианство, принятие христианства, потому что все живое пошло из воды. Так вот, здесь на кепке рыбка, и здесь либо человек очень религиозный, и вы знаете, или пытается казаться религиозным, либо он как-то соотносит себя с церковью, да, или кто-то у него из родственников, может быть, в церкви служит, или родственники очень набожные, религиозные, да, и он такой: я религиозный человек. Он реально врет, говорит неправду, говорит: ну я религиозный человек, ходит в церковь постоянно, может замаливать свои грехи какие-то, да. Вот здесь об этом речь, друзья мои. И здесь, конечно, человек, вот, который все это придумал, он врет, не краснеет, но совесть у него все-таки есть какая-никакая, да, он понимает, что он говорит неправду. Нет, это неправдивая история, официальная версия неправдива. Дмитрий Чудаков не останавливался на дороге, чтобы переночевать с семьей. Он просто не мог этого сделать. По определенным причинам, да, это небезопасно, и он это понимал. Кто пригнал автомобиль Чудаковых на то место, где его нашли потом правоохранительные органы? Нам вот показывали, да, расстрелянную пулями машину. Кто пригнал автомобиль Дмитрия Чудакова на то место, где его нашли правоохранительные органы? Друзья мои, у меня карты сами хотят, да? Сами хотят, сами выпали. Так, давайте вот те, которые выпали, посмотрим, кто пригнал. Кто пригнал? Друзья мои, пригнали не сами супруга и Дмитрий, да, то есть они уже были, скорее всего, либо в заложниках, обратите внимание, да, кто-то был жив, вот кто-то из женщин был жив. Мужчин, скорее всего, ни мальчика, ни мужчины, скорее всего, уже не было в живых. Семерка кубков – это иллюзия. Это обман. Это тот, кто не должен сидеть за рулем. Вот кто пригнал, я говорю, машину, да, они уже, скорее всего, были убиты, а кто-то убит, а вот кто-то в заложниках, кто-то вот как связали их, да, женщин связали, или одна женщина жива, или девушка жива, девочка была жива, ее связали. Но практически все уже были убиты. Семерка кубков – это тот, кто не должен сидеть за рулем. Это была не супруга, это был не Дмитрий, это тот, кто притворяется. Вот королева жезлов у нас здесь, но на королеву не обращайте внимания, здесь не обязательно женщина, мужчина, скорее всего, да, мужская энергия идет. Вот кто-то, вот кто в маске, вот опять маску я вижу почему-то, да, вот на лице либо балаклава, либо маска, и кто-то сидит за рулем, пригнал этот автомобиль после того, как уже с семьей расправились практически до конца. Вот кто-то вот здесь еще живой был. Кто-то живой, и убили уже, скорее всего, в машине или добили в машине, потому что здесь уже очень много ранений на человеке. Поэтому в машине было так мало крови, скорее всего, машину просто прострелили, да, пулями для того, чтобы был такой эффект, что в машине их убили. Почему нет видео с камер наблюдения санатория и самой трассы? У нас, как обычно, пропадает сразу видеонаблюдение куда-то, да, и мы прекрасно понимаем, что если пропадает видео с камер видеонаблюдения, то, скорее всего, это кто-то, кто высоко сидит и далеко глядит, да, замешан в преступлении. Почему нет видео с камер наблюдения санатория, где Дмитрий Чудаков с семьей отдыхал, и самой трассы? Ну, мы понимаем, почему нет, да, я просто даю такой риторический вопрос уже как-то, мы понимаем, почему, потому что, скорее всего, убили на территории санатория где-то там, да, и, конечно, привезли, ну, потому что тройка кубков – это карта, когда все смешалось, или запутать.
Вот у нас уже выходила тройка кубков сегодня. Здесь еще вот в контексте этого вопроса, ответа, тройка кубков говорит о том, что запутать. Слишком много людей на одной карте. Карта запутывания, спутывания или все смешалось для того, чтобы запутать следствие, или для того, чтобы никто ничего не обнаружил. Тройка кубков для того, чтобы нам была радость, для того, чтобы нам было счастье, да, карта радости. Вот здесь, да, для того, чтобы запутать следствие, друзья. Мы понимаем, почему, потому что, скорее всего, на территории санатория их убили, а машину кто-то вез вообще, непонятно кто. Если бы это увидели на камерах видеонаблюдения, то там уже, конечно, не отвертеться, да, правоохранительным органам, которые это дело замяли. Давайте теперь узнаем, друзья мои, почему украли, вытащили из машины вещи, не представляющие собой особой ценности. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, на 43,5 тысячи рублей вытащили ноутбук, фотоаппарат и фен. То есть вот какие-то такие вещи, а драгоценности оставили. Вот все драгоценности, которые были на убитых, их оставили. Почему так произошло? Почему из машины Дмитрия Чудакова вытащили... Ну, там не из машины, наверное, да, они там уже вытащили вещи. Если они на территории санатория их убивали, то они, скорее всего, вытащили не из машины, да? Почему украли вещи Дмитрия Чудакова, которые не представляли особой ценности? Это ноутбук, фотоаппарат, фен, драгоценности оставили. Почему? Десятка пентаклей. Вот десятка пентаклей интересная такая карта, друзья мои, вот именно в этой колоде, да, вот всегда, когда мне пишут под видео в комментариях то, что вы как-то странно трактуете карты, друзья мои, карты разные, колоды разные, не все колоды созвучны с колодой Уэйта. Каждая карта уникальна. Каждую карту создал свой автор. И поэтому в каждой карте есть своя логика, свой смысл. Поэтому не смотрите на остальные колоды. Все колоды разные. Поэтому я трактую по той колоде, которая вот у нас в данном случае в руках. Да? И поэтому вот здесь десятка пентаклей. Во-первых, это переход на что-то новое, на какой-то новый уровень. Вполне возможно повышение какое-то, или меня повысит за то, что я что-то заберу. Вот здесь кролик или подобие кролика отрезает крылья девушки. На ноутбуке или на фотоаппарате были какие-то доказательства. Издевательство над девушкой, может быть, над какой-то, да, или доказательство чего-то, что у кого-то что-то забрали. И вот у Дмитрия Чудакова доказательства эти были. Или запись какого-то разговора, не обязательно видео, да. Там что-то было в фотоаппарате и в ноутбуке, скорее всего, в ноутбуке. Какие-то доказательства чего-то. И вот это забрали. Забрали то, что нужно вот, ну, как бы удалить, да. И вот здесь десятка пентаклей еще говорит об удалении информации. Нужно удалить информацию. Или нужно там, допустим, разбить ноутбук, да, для того, чтобы этой информации не было. Для того, чтобы еще меня повысили. Здесь еще какого-то человека должны были повысить после этого. Вот, ну, значит, здесь замешаны люди в погонах, да, мы понимаем. Хорошо, все-таки в ноутбуке что-то было, друзья мои. И поэтому здесь не просто неценные вещи, а очень ценные для похитителей. Друзья, давайте теперь узнаем, где убили семью Дмитрия Чудакова. В машине Дмитрия или в другом месте. Потому что официальная версия гласит о том, что их убили, так как встретили на трассе, в машине. Но мы понимаем, что убить своих преступников они встретили на территории санатория. И поэтому логично было бы, если их убили на территории санатория и перевезли машину, так как мы понимаем, что за рулем автомобиля сидел кто-то другой. Давайте узнаем, где убили семью Дмитрия Чудакова на самом деле. Семью Дмитрия Чудакова убили в машине Дмитрия Чудакова. Ребенок погиб в машине. Один ребенок погиб в машине. Все остальные погибли в другом месте. Я правильно понимаю, что семью Дмитрия Чудакова убили в другом месте, не в его собственной машине? Правильно, правильно, выбор. Карта влюбленные, выбор, и влюбленные еще выражает то, что жену и мужа убили в одном месте. Да? Вот здесь может быть, знаете как, друзья мои, солнце – это дети. Либо тут один ребенок, либо двое детей погибли в машине. Может быть, истекали кровью, да, погибли в машине. Может быть, один ребенок погиб. У меня почему-то идет здесь по карте солнца девочка. Женская энергия. Как будто девочка погибла в машине, все остальные погибли в другом месте. Вот здесь супруга и супругу, Ирину и Дмитрия, точно убили не в машине. Я правильно понимаю, что это было где-то на территории санатория? Семью Дмитрия Чудакова, я правильно понимаю, что убили где-то на территории санатория или недалеко от санатория? Все, у меня как карты вылетели. Давайте смотреть. Здесь рыцарь жезлов, нападение. Нападение случилось на территории санатория. Супруга и муж. Здесь либо боятся очень сильно, но как будто не могут действовать, либо связаны были. Связаны, скорее всего, были, да? Правильно ли я понимаю, что убийство произошло на территории санатория? Туз жезлов, туз всегда положительная карта. Да.
само убийство произошло, человек с ружьем, человек в маске, помните, мы о нем уже говорили, и с ножом. Представляете, вот как интересно, да? Здесь пятерка мечей еще обозначает издевательство над женщиной. Издевательство над женщиной, колото-резные ранения и убийство из оружия, из ружья. И напали на территории санатория. Практически всю семью убили на территории санатория, перевезли машину на место якобы преступления. Один ребенок как будто не добили или погиб в машине. Но ранения были нанесены, когда они были на территории санатория. Как будто ребенок либо истекал кровью, да, либо что-то случилось вот, именно в машине. Один ребенок погиб в машине, друзья мои. Официальная версия гласит, что убийца семьи Дмитрия Чудакова и его семьи – это банда амазонок. Так ли это? Действительно ли банда амазонок – это настоящий убийца семьи Дмитрия Чудакова? Друзья, если вам нравится мой расклад прямо сейчас, поставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Ваши простые действия помогут мне продвинуть видео на YouTube. Для меня это большая поддержка. Спасибо. Итак, убийцы Дмитрия Чудакова и его семьи, банды амазонок. Так ли это? Нет, конечно, двойка жезлов. Двойка жезлов – это двойственная карта. Вообще всегда, когда выпадают двойки, это не то, не сё, не пятое, не десятое. Да? Двойка жезлов – это какая-то весть. Почему весть? Вот именно в этой колоде. Да? Помните, я вам говорила, что на другие колоды не смотрите. В данной конкретной колоде это весточка какая-то сплетня. Или нужно сказать все именно так. Нужно подстроить под эту версию. Обратите внимание, что девочка с рогами. А когда у нас появляются рога? Когда нам наставляют рога, да, несмотря на то, что девочка маленькая, здесь девочку обманывают. Или девочку просят обмануть. А кто у нас девочка? Женщина в банде амазонок. Это как раз-таки вот Телевердиева, по-моему, да, я не запомнила фамилию. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как правильно пишется ее фамилия. И вот здесь вот главарь банды амазонок, вот эта женщина, она получает весточку с разных концов. Вот, говори так, как мы тебе сказали. И она держит вот эту птицу в руках, птицу удачи какая-то. То ли ей что-то наобещали за то, что она скажет неправду, за то, что она убила, да, этих людей, то ли ее запугали. Ну, здесь как будто вот наобещали. Не запугали, а наобещали как будто бы ей. Здесь вот об этом речь, друзья мои. И здесь двойка жезлов, карта нейтральная на самом деле. Здесь пообещать что-то, чтобы ты сказала это во всеуслышание. Чтобы ты обманула людей. Рога на девочке, да, либо она обманывает, либо ее обманывают. Действительно ли банда амазонок реальный убийца семьи Чудаковых? Нет, друзья мои. Четверка жезлов – это уже совершенно отрицательная карта. Это одиночество человека, который борется с какими-то своими зависимостями или психопатическими расстройствами, или с тем, что у него никого нет. Или четверка жезлов – это еще безысходность. Безысходность. Мне нечего делать. Мне, какая разница, скажу я так, или по-другому, меня все равно посадят, да, а так у меня будет хоть какой-то шанс. Вот ей как будто что-то пообещали, вот этой женщине, да, которая является главой банды амазонок, ей что-то пообещали, чтобы она сказала именно так, друзья мои. В любом случае ответ отрицательный. Убийца – это не банда амазонок. Друзья мои, теперь давайте узнаем, почему банда амазонок призналась в убийстве Дмитрия Чудакова и его семьи. Как на них надавили, запугали, может быть, что-то пообещали, да, мы уже поняли то, что это не банда амазонок. Почему банда амазонок призналась в убийстве семьи Дмитрия Чудакова? Как на них на самом деле надавили? Почему банда амазонок призналась в убийстве семьи Дмитрия Чудакова? Шанс какой-то, да, что-то пообещали. Здесь у нас показана препарированная полулягушка, получеловек, полумладенец. И что-то пообещали, какой-то шанс. Вот в этой препарированной лягушке, вроде бы лягушка уже померла, но там есть какая-то награда, там есть какой-то пентакль. Ты получаешь какую-то награду за то, что ты признаешься в этом убийстве. Потому что это убийство для нас, это прям вот выше всего того, что до этого у тебя было, да, больше тех людей, что ты убивала. Если банда амазонок действительно убивала, может быть, они пообещали ей, там, я не знаю, выйти пораньше из тюрьмы, да, закрыть глаза на какие-то другие дела. Вот здесь какой-то обещанный шанс. И то, что там маме Дмитрия Чудакова, я смотрела Елену Погребишскую, просто ей там попалось видео, где там ее допрашивают, где ее бьют, вот эту главу банды амазонок, да, вот эту женщину, где там ее бьют, где по голове ей стучат, чтобы она призналась. На самом деле, мне кажется, это показательное видео, да, чтобы вот запутать снова людей, чтобы люди
поняли и поверили, что ее как бы на нее надавили, ее запугали, и поэтому она призналась в этом убийстве. На самом деле ей что-то пообещали, друзья. Вот как оно обстоит дело. На самом деле ей что-то пообещали. Да, представляете, вот и здесь у нас тоже туз. Не туз, вернее, а девятка жезлов, но тем не менее здесь шанс какой-то, шанс, я хотела сказать, да, в руках. В руках у нас шанс. И здесь шанс, и здесь шанс. У меня есть какой-то шанс, может быть, избавиться от каких-то моих прошлых деяний, да, убийств, может быть, меня выпустят из тюрьмы пораньше, или вообще, может быть, меня прикроют и не будут закрывать в тюрьме. Вот здесь вот, если ты признаешься, если мы подпишем это, если ты подпишешь вот эти документы, что ты действительно убила якобы семью Дмитрия Чудакова, то все, то мы тебя либо выпустим, либо пораньше выпустим. Здесь вот об этом, друзья мои, речь. Так вот работает наследство. Давайте теперь узнаем, виновен ли самый первый обвиняемый Алексей Саренко. Надеюсь, правильно называю, да, фамилию, друзья. Его выпустили. Его сначала забрали, закрыли, затем выпустили, якобы он невиновен, да, якобы из его карабина Сайга стреляли. Но на самом деле оказалось, что он невиновен. Его выпустили, обвинили потом банду амазонок. А виновен ли вообще этот человек? И является ли он вообще обычным человеком? Или, возможно, этот человек из системы? Вот я об этом подумала тоже, да, что вот это Алексей Саренко, он может быть человеком из системы, обыкновенным актером каким-нибудь. Алексей Саренко – это какой-то обычный человек, которого действительно решили обвинить в убийстве Дмитрия Чудакова и посадить его. Он обычный человек? Нет. Семерка кубков. Семерка кубков – это иллюзия. Я и здесь, и там, и везде. Иллюзия обмана, иллюзия выбора. Здесь иллюзия, обман, друзья мои. Алексей Саренко – необычный человек. Кто такой Алексей Саренко, которого изначально хотели якобы посадить за убийство Дмитрия Чудакова? Я думаю, почему его так легко выпустили? Потому что он необычный человек. Алексей Саренко – это один из людей из правоохранительных органов, подсистемный человек, да, он работает на систему. Алексей Саренко работает на систему. Алексей Саренко работает на систему, прикрыт системой, по крайней мере, да, это как вот, знаете, как агент, внедряемый в какую-то определенную операцию под прикрытием, агент под прикрытием ФСБ каких-то структур, да, то есть здесь человек необычный, ему дали за это деньги, за то, что он вообще вот все это на камеру рассказывал, что, мол, я не виновен, выпустите меня, и вот наша доблестная милиция такая хорошая выпустила его якобы, да, но на самом деле человек непростой, семерка кубков нам об этом говорит, это иллюзия. И девятка пентаклей нам говорит о том, что денежки-то у него есть после этой операции, да, и дали ему на лапу, и видите, одна сторона лица у человека открыта, другая прикрыта орлом, ястребом, птичкой, да, вот хищной вот этой. Ну, кто-то защищает, он подсистемный человек. Мы поняли, что и Алексей Саренко тоже непростой тут персонаж. Есть неофициальная версия, давайте подбираться теперь уже к самому убийству, да, Дмитрия, из-за чего все произошло, вообще мотив убийства Дмитрия и его семьи. Есть неофициальная версия, что Дмитрия убили из-за того, что он, будучи на службе в Чечне, задержал банду торговцев оружием, среди которых был сын генерала. Давайте узнаем, имеет ли отношение вот это вот задержание сына генерала в Чечне, имеет ли отношение к убийству семьи Дмитрия Чудакова? Нет, не имеет отношения. Я до этого тоже раскладывала, друзья мои. Здесь у меня вышла та же самая карта. Четверка жезлов – это карта отрицательная. Вообще не об этом. Убили не из-за этого. Незадолго до своей смерти Дмитрий был в командировке в Ростове. И после этого мама Дмитрия, вот тоже опять смотрела у Елены Погребежской, да, говорила то, что он очень мрачный ходил, без настроения. Что случилось тогда в Ростове? Что случилось тогда в Ростове? Что Дмитрий после этого ходил мрачный, без настроения. Звезда. Карта звезды – карта надежды на будущее. А карта звезды еще говорит о несуществующем человеке, друзья мои. Вообще всегда, когда в раскладе, практически всегда, когда в раскладе выпадает карта звезда на человека, и мы задаем вопрос, жив или нет, человек не жив, мертв. Потому что звезда и девушка на карте звезда – это всегда олицетворение духа. Души. А что у нас олицетворяет дух? Неживого человека, да? А то, что мы не можем потрогать, пощупать, рассмотреть. Это не живой человек. И здесь в данном случае это девушка. Девушка либо с завязанными руками, либо ее куда-то везут, да? Ну, мы не видим никого, кто ее везет на лодке, она как будто бы одна переплывает реку Стикс, река мертвых. А здесь по карте звезда. Я просто до этого расклада раскладывала и видела ситуацию, да, из-за чего его убили. И здесь выпадают те же самые практически карты, друзья мои, да, только разные карты, только с тем же обозначением. И здесь звезда олицетворяет мертвую девушку или мертвых девушек. Он узнал о каком-то убийстве. Он узнал об убийстве женского пола, если именно девушка, дух, душа. И он узнал, что кто-то убил.
Потому что, вот я говорю, звезда – это неодушевленное что-то. И звезда – это надежда, надежда на то, что справедливость восторжествует. И так как он был очень таким человечным человеком, прошу прощения за тавтологию, да, действительно, ему было очень тяжело осознавать, что в мире вот есть такие преступления. Он узнал о каком-то преступлении. Узнал о преступлениях, связанных с женщинами или с девушкой. Да, я же говорю, друзья мои, королеву мечей на дне колоды, обратите внимание, королеву мечей проткнули, убили. Бабочка – это душа. Посмотрите, как интересно складывается, да? Он узнал в Ростове, что убили женщину или убивают женщин где-то. И это где-то близко, не так далеко. Это происходит где-то рядом с ним. Королева мечей – женщина, которую убили, проткнули чем-то острым или убивают. Бабочка, душа, здесь душа. Ходил из-за этого очень мрачный, без настроения, думал, обдумывал то, что он услышал. Или то, что он увидел. Вполне возможно, что он даже это увидел. Но вряд ли здесь как будто ему рассказал кто-то, потому что карта звезда – это как что-то происходило давно, или карта звезда – это как рассказать кому-то что-то. Связана ли вот эта командировка в Ростове и то, что Дмитрий узнал там в Ростове, убийстве каких-то женщин или какой-то женщины, связано ли это с убийством его и его семьи? Он что-то знал, друзья мои. Связана ли эта ситуация с убийством его и его семьи? Да, друзья мои, справедливость. Должна восторжествовать справедливость, это говорит Дмитрий. Для того, чтобы справедливость не восторжествовала, его должны были убить. Он что-то знал про какую-то женщину, про девушек или про девушку одну, которую убили. Его убили именно после той командировки в Ростове, вот после того, как он что-то там узнал, друзья. Кто убил Дмитрия и его семью? Кто мы сейчас немножко хотим раскрыть персонажей, да, кто убил, кто заказал отдельно, потому что заказчики, я думаю, что они отдельные совершенно люди. Кто убил Дмитрия Чудакова и его семью? Мы помним, что одного из них он знал. Кто убил Дмитрия Чудакова и его семью? Один из тех людей, кто... Вы помните, мы уже вытягивали, да, карту «Король кубков». Один из тех людей, кто вот говорил то, что Дмитрия убили в машине. Вот он постоянно подтверждал эту версию. Это не прямой убийца, а это тот убийца, который поддерживает убийц. Вот постоянно подтверждает версию о том, что да, его убили в машине, да, его убили в машине. Вот как будто бы я вижу, что он... Да, вот официальная версия, она самая правдивая. Вот. Мне пришел на ум Владимир Павлов, который расследовал это дело, да, тот человек, который является набожным или у кого семья ходит в церковь. Вот это не убийца непосредственно, это тот человек, который поддерживал убийц. Человек из системы. Карта умеренность. Кто является убийцей? На кого бы никогда не подумал Дмитрий Чудаков. Карта умеренность. Тот, кто предал его. Вот как предать человека. Знаете, как нож в спину воткнуть, и вот здесь из одного отверстия входит, а из другого выходит. Он знал одного человека, одного убийцы, но он подумать не мог на него, то, что он это сделает. А другой – это не непосредственный убийца, а тот, кто постоянно подтверждал официальную версию. Остальных он не знал. Я так понимаю, что остальных Дмитрий не знал. Это просто наемники. Кто убил Дмитрия и его семью? Кстати, карта умеренности может еще обозначать медицинских сотрудников или работников из каких-то других структур, государственных. Потому что карта умеренности обозначает государственные структуры всегда. В классической колоде, по крайней мере, да, если мы рассматриваем классическую колоду или колоду Девиан Мун, допустим, безумную луну. Кто убил Дмитрия Чудакова и его семью? Кто убил Дмитрия Чудакова и его семью? Карта императора. Император – это тот, кто нам уже показывают не убийцу, а заказчика. Император – это тот, кто стоит высоко. Высоко сижу, далеко гляжу. Обратите внимание, что здесь на карте два человечка. Да? Один император, который сидит на шее у другого молодого человека. А император – это тот, кто очень высоко и далеко. Это какой-то подсистемный человек. А здесь вот молодой человек и вот этот король кубков – это все, кто на него работают. Ну, то есть есть кто-то высокого чина, высокого полета, какая-то птица, да, и из-за этого, соответственно, дело не раскрывали. Из-за того, что есть кто-то, кто сидит высоко. Владеет информацией, владеет какими-то заводами, пароходами, не знаю, богатый человек, друзья мои. Император – это такая сильная карта, да. Нам показали здесь нескольких людей, скажем так. Мы поняли, что человека Дмитрий знал, который его убил, непосредственно убийца. Мы поняли, что есть какой-то человек высокого чина, высокого полета, и что что-то Дмитрий узнал в командировке в Ростове, что связано с убийствами, и хотел восстановить справедливость. Ему не дали. Замешаны ли правоохранительные органы? Замешаны. Замешаны ли следствие? Замешаны, друзья мои. Да? Вот это могу сказать. Мотив убийства.
Мотив убийства семьи Дмитрия Чудакова. Что такого знал Дмитрий Чудаков, что убили его и его семью? Что такого знал Дмитрий Чудаков, что убили его и его семью? Что есть какой-то дом, какая-то дверь, какой-то другой мир, где что-то происходит, 21-й старший аркан мир, и где что-то происходит, и кого-то впускают туда, и оттуда живым не выпускают. Мне прям картина пришла на ум. Картина пришла на ум, и в мыслях моих, да, вот сейчас появилась она. Это картина. Аж мурашки пошли по телу. Что знал такого Дмитрий, что его убили? Его и его семью. Я же говорю, да, посмотрите, какой-то дом, какое-то высокое строение, высокая башня. Классический аркан башни 16-го старшего аркана в Таро Уэйта говорит о том, что с башни, из окон башни падают люди, падают чиновники. Это какой-то не обязательно высокий дом, а это какой-то доходный дом. Да, там какие-то чины творят что-то, вот что-то там творят. Он узнал, что башня гниет, он узнал, что башня горит. Он понял то, что это происходит в структурах. И он был очень этим огорчен. Он понял, что кто-то из структур убивает или убил женщину или женщин. Здесь что-то об этом, друзья мои. Здесь он как вот хотел это раскрыть. Он понял, что это свои же творят. Здесь все про одно и то же здание. Что башня горит, что делать, если структура, если система горит, что мне здесь делать, как мне быть здесь вообще? Как мне здесь находиться? Тут такая боль, да. В этом доме кого-то убивают. Это девушка и убийство, десятка мечей. В этом доме убивают девушек. Убийство, отрезанная голова. А может быть, даже происходит отделение, да, частей тела. Там что-то, там какие-то непотребства происходят. Вот у меня идет на ум, как девушки молодые. Что такого знал Дмитрий, что убили его и его семью? Мотив. Он узнал это в Ростове еще. Да. Здесь убивают девушек. В каком-то доме убивают девушек. И происходит это чиновники какие-то творят. Издевательства какие-то над девушками. Туз мечей, здесь свинка, да, нарисована у нас. И души опять, да, вот души. Обратите внимание, бабочки – это души. Души девочек. Много девочек страдает в каком-то доме. И он знал, что это за дом, он знал, кто это делает. Он это узнал. У него вполне возможно, что это было на ноутбуке, какие-то доказательства. Ноутбук, который выкрали. Друзья мои, такая сложная тут картина нарисовывается. Посмотрите, что происходит. У меня такие же карты выходили, когда я вот до этого делала расклад. Убивают девушек, держат в заложниках, а девушки несовершеннолетние, вполне возможно, да, здесь девушки, не дошедшие до какого-то пубертатного периода, может быть, даже, да, 13-12 лет. Тройка мечей вообще говорит о разделении тела, частей тела. Тройка мечей – каннибализм. Туз мечей – убийство. Убийство, каннибализм, разделение девушек молодых, издевательство над ними, держит их в сексуальном рабстве. Происходит в каком-то доме, делают это чиновники. И он об этом узнал, и ему было очень-очень плохо. Да, выходит дух из тела. Карта мага, мага-повелителя, манипулятора, макиавеллиста, человека, который ненавидит людей. Много душ, много смертей. Друзья мои, он узнал об этом, и его убили. А творят это те, кто наверху, и, естественно, человека нужно было убрать. Такая непростая история. Найдут ли настоящих убийц? Наверное, самый главный вопрос. Думаю, что вряд ли, конечно. Но Божий суд существует всегда, друзья мои. Высший суд есть абсолютно точно и для всех. Пусть не в этой жизни, но в следующей, при перерождении, эти люди не получат ничего хорошего. Найдут ли настоящих убийц в этой жизни? Настоящих убийц семьи Дмитрия Чудакова. Найдут ли настоящих убийц семьи Дмитрия Чудакова? Накажут ли их? Друзья мои, карта дьявола – это карта отрицательная, да, плюс, несмотря на то, что это старший аркан, дьявол указывает на то, что в следующей жизни, да, действительно, при перерождении этим людям будет очень плохо, так как матрица не дремлет, и матрица при перерождении создает кармические законы, которые человек проживает в следующей жизни, да, отрабатывает свою карму. Но здесь дьявол, самого дьявола разве можно поймать? Эти люди, они не люди. Те, которые совершают такие проступки, да, скажем так, можно так назвать, преступления. Дьявола невозможно поймать в этой жизни, но в следующей жизни будет наказание. Поэтому наказания в этой жизни, конечно, не будет, не найдут убийц настоящих, да. Тут очень много шестерок, очень много таких шавок, которые помогают, это следствие, да, которые помогают раскрывать дело не в ту сторону, не так, как нужно.
Почему вообще подобное произошло с семьей Дмитрия Чудакова? В чем повинна вся семья, что они сделали в этой жизни или в прошлых жизнях, что погибли такой страшной смертью? Сейчас я только что говорила про законы кармы. Они действуют абсолютно для всех. Если человек в этой жизни погиб такой страшной смертью, значит, к сожалению, в прошлой жизни что-то происходило такое, за что он отвечает в этой. Все они встретились не случайно в одной семье. Как бы это жестоко не звучало, друзья, это безумно несправедливо. Почему мы отрабатываем свои кармические законы в этой жизни, да, когда уже не помним того, что мы совершили. Но, тем не менее, факт остается фактом. Почему подобное произошло с семьей Дмитрия Чудакова? В чем повинна вся семья Дмитрия Чудакова, что они сделали в этой жизни или прошлых жизнях, что погибли такой страшной смертью? Почему это вообще с ними произошло? Тройка кубков, оргия какая-то, да, оргия, веселье, девушки беременеют, девушек держат в заложниках, девушек, королева кубков, женщина для любви. Девушек держат в заложниках. Кто-то из них или вся семья, может быть, как-то причастна к прошлым каким-то преступлениям в прошлых жизнях. Почему прошлая жизнь десятка? Десятка кубков – это новая жизнь. То есть в прошлой жизни они проживали новую жизнь сейчас, но в прошлой жизни делали похожие какие-то вещи, да, почему вот им так прилетело по карме. Семерка мечей, обман, забрать у кого-то жизнь, забрать у кого-то что-то, обмануть кого-то. Забирали у кого-то жизни, да, тоже вот что-то происходило в этой семье, в прошлой жизни только, друзья мои. Это несправедливо, безумно, но факт остается фактом, карма постигает всех в итоге. Друзья, у нас есть еще несколько вопросов по этому делу, которые не рекомендуется, скажем так, публиковать на YouTube-канале, поэтому я предлагаю вам подписываться на мой Telegram-канал, где вы сможете увидеть ответы на такие вопросы, как кто был в гробу вместо сына Дмитрия Чудакова Александра, было ли насилие на самом деле, да, над дочерью и женой Дмитрия, и еще много вопросов, в которых важно разобраться. Мы с вами в который раз убеждаемся, что не все, что говорит нам следствие, можно принимать за чистую монету. И порой настоящая истина куда страшнее, как мы убедились, да? С вами был канал Энергия Таро, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И вас ждет еще больше интересных, загадочных историй. Пишите свои комментарии под видео, пишите свои комментарии в Телеграм-канале на самые интересные комментарии, вопросы по этому видео. Мы сделаем шорт-видео и опубликуем их обязательно. А вас ждет еще много новых интересных, загадочных историй и раскрытия их с помощью Таро-расследований. А я вас очень люблю и до новых встреч.